Thank you again. It's so great to be back here in Moscow. Большое спасибо, очень рад видеть вас всех. Спасибо. Today, I'm going to go over some interesting trends Сегодня я расскажу вам о некоторых on интересных global тенденциях, fintech and Asian fintech and the ecosystem. которые связаны с глобальным финтехом, глобальными финансовыми технологиями, также финтехом, который развивается сейчас в Азии. But let me first tell you a little bit about my company, NexChange. We are one of the largest innovation platforms in Asia. Ну, разрешите сначала сказать несколько слов о нашей компании. NexChange является крупной экосистемой в Азии. We focus on fintech, insurtech, AI, blockchain, and health tech. Наши основные области, в которых мы работаем, это финтех, финансовые технологии, страхование, искусственный интеллект, социальные сети и, конечно же, блокчейн. We either market, we either create, or we invest in innovative products. Мы изучаем рынок очень внимательно, ищем новые продукты и инвестируем в новые продукты и инновации. So let me first start with the funding landscape of fintech. We've had a very interesting year. Давайте сначала рассмотрим ландшафт, который складывается сейчас в области финансирования, финансов. If you look at 2017, you'll see that we hit a record high with 16.6 billion invested by VCs in the fintech. Если взять данные за 2017 год, то мы видим, что 16,6 миллиардов были инвестированы в венчурные капиталы. But the trend that's really interesting is that the large deals increased and the small deals actually went down to its 5-year low. Но интересная тенденция наблюдается в области именно размера сделок. Количество малых сделок сейчас сокращается, но растет количество крупных сделок. What is this telling us? It's telling us that the industry is maturing. И о чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что идет определенный отток в индустрии. The biggest deals happened in the US. Самые крупные сделки происходят в США. And followed by the UK. За ними следует Великобритания. Which really tells you about the overall trend. И это демонстрирует общий тренд. You can see here that US and Europe funding has increased while Asia has gone down. И мы видим здесь восходящие тренды в США и в Европе, однако в Китае мы видим нисходящий тренд. If we look a little bit deeper into what's happening in Asia, is that China is actually coming down. Если посмотреть поподробнее, что происходит сейчас в Азии, в Китае мы видим определенный спад. And Southeast Asia is now at its 4-year high. Что касается Юго-Восточной Азии, этих стран, то они достигли сейчас пика за последние 4 года. But what's the most impressive is that India is now the fastest growing fintech market in the world. Что касается Индии, то Индия по праву считается сейчас самым быстрорастущим рынком финтех в мире. There are 1,500 fintech companies in India. В Индии сейчас 1500 компаний, занимающихся финтехом. And majority of them were created over the last 2 years. И большинство из них были основаны в последние 2 года. But still, the biggest deals are in China and India. И самые крупные сделки сейчас происходят в Китае и в Индии. Followed by Hong Kong. За ними следует Гонконг. Let's look at some of the trends. Давайте рассмотрим несколько тенденций в этой области. I'm not going to go over all the trends. We just don't have enough time, but I just want to highlight a few that are important. Конечно, все тренды сейчас нет времени обсуждать подробно. Давайте остановимся на самых важных. So if you look right now, AI is now being implemented across multiple platforms. Как вы знаете, искусственный интеллект сейчас применяется на множестве платформ. Fraud prevention, ID management, risk management. Эта технология используется для защиты информации, для предотвращения рисков, для анализа рисков. Bank customer service chatbots. А также для оказания услуг клиенту и для организации работы чат-ботов. Simply, AI saves money, it improves the process, and it just makes it much easier for the banks. И если говорить просто, искусственный интеллект, он улучшает все процессы и делает их проще для банков и для клиентов.
But I want to highlight what's happening. Although US is the number one in AI, China is coming very close and they're rapidly increasing. И нужно сказать, что хотя США занимает сейчас первое место по внедрению искусственного интеллекта в этих технологиях, Китай идет очень быстрыми шагами и догоняет США сейчас по этим показателям. So for those who are sleeping, I'm going to give you some numbers, and you might want to move to China. И для тех, кто сейчас не очень внимательно слушает, я назову несколько цифр, и может это заставит вас задуматься о том, что следует перебираться в Китай. So if you're a software engineer, everybody knows that in the US, if you graduate, you can make more money in US than in China. Если вы занимаетесь программированием, то, конечно, вы знаете, что в США заработать денег можно больше, чем в Китае сейчас на этом. But as a senior software AI engineer, но все инженеры, которые работают в области искусственного интеллекта и программного обеспечения для искусственного интеллекта, in China, you can make more than $1 million. вот эти специалисты в Китае сейчас могут заработать многие миллионы. That's because the government of China, потому что правительство Китая and the companies in China и китайские компании have come together and said they want to be the world's best in AI. Они заключили соглашение о том, что должны стать лучшими в области искусственного интеллекта во всем мире. They are aggressively spending money. Сейчас они агрессивно вкладывают деньги, агрессивно тратят деньги на это. So it's very impressive where they will be in the near future. И поэтому вот в ближайшем будущем мы увидим очень впечатляющие результаты. Let me talk a little bit about RegTech. It's the next biggest thing within fintech. В области финтех-технологий следующим важным моментом является RegTech, или технологии в области регулирования. It's because every bank and financial institution wants to be compliant. Поскольку каждый банк, каждый финансовый институт должен соответствовать нормам, требованиям и стандартам. There are a few regulations. For example, there's going to be data protection. Существует несколько стандартов, нормативных актов, например, в области защиты данных. MiFID. В области маркетинга, MiFID. And Payment Service Directive. А также специальная директива об оказании платежных услуг. These are some of the trends or regulations that's taking place. В этой области идет очень жесткое регулирование сейчас. Europe is the leader, but China is now coming up also very quickly. В этой области, конечно, лидирует Европа, но Китай, опять же, догоняет очень быстро. China's focused on anti-money laundering. Китай сейчас фокусируется на вопросах защиты от отмывания денег. And SupTech. А также SupTech. Okay. Does anyone know what SupTech is? Кто-нибудь знает, что такое SupTech? SupTech is supervisory tech. SupTech расшифровывается как Supervisory Tech или технологии в области контроля So и надзора. it is the hottest thing in RegTech today. Это сейчас самая такая активно обсуждаемая тема в области RegTech сегодня. Because it is the technology of supervising regulatory environment. Поскольку это специальная технология, которая применяется в области контроля и надзора. When you look at insurance industry, если посмотреть на область страхования, this industry is going through a massive change. то можно наблюдать в этой отрасли сейчас огромные изменения. What we've seen over the last 3 or 4 years is the emergence of the digital insurance companies. В последние 3-4 года мы видим возникновение цифровых страховых компаний. There's a company in China called Juwan Insurance. В Китае есть компания Juwan Insurance. And in the last 3 to 4 years, и за последние 3-4 года it has brought on 5.8 billion policies. Ей было выписано 5,8 миллиардов полисов. And 480 million clients. И было охвачено 480 миллионов клиентов. It last year went public and raised $1.5 billion. И в прошлом году было привлечено на $1,5 миллиарда долларов public. It is the world's first fully digital insurance company. И эта компания по праву называется полностью цифровой страховой компанией мирового уровня. So also a recent announcement was made between Tencent
and Aviva insurance company. Недавно было заявлено, что Tencent и Viva, страховые компании, And those two companies have come together to create the first digital insurance company in Hong Kong. собираются основать первую цифровую страховую компанию в Гонконге. This is the wave of the future. И это шаги в будущее. What customers want now Что сейчас хочет клиент? is to be able to compare and shop online Клиенту нужно сейчас иметь возможность проводить сравнения в режиме онлайн, use social media and ask their peers, использовать социальные сети и консультироваться с коллегами, со знакомыми, to make decisions about insurance. чтобы принять правильное решение касательно страхования. Brokers want online tools to talk to their clients. И для этого служат онлайн-инструменты, которые помогают в этом клиентам. But the real holy grail of all of this Но священным граалем всего этого являются is the data. данные. There are a number of insurance companies where they have tremendous amount of data, Существует огромное количество страховых компаний, которые оперируют большими объемами данных. but it's all unstructured. Но все эти данные не структурированы. It's in the data lake, Они находятся как бы в таком большом озере с данными. and AI isn't the problem, but the organizing the data is the problem. И здесь проблема не в самом искусственном интеллекте как таковом, а в вопросах организации всего этого огромного массива данных. And that's going to take more time than the development of the AI. И, конечно, для искусственного интеллекта, для различных разработок в этой сфере вот эти вопросы могут занять очень много времени. I'd like to talk a little bit about blockchain. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о блокчейне. I don't want to spend too much time because this whole conference has been talking about blockchain. Конечно, много говорить, наверное, об этом не стоит, поскольку вся эта конференция посвящена этой теме. But, you know, for blockchain, since it's a distributed ledger, Но поскольку блокчейн работает по принципу распределенного реестра, it's really ideal for fintech и, конечно, это основная идея для применения финтех. because of the ability to eliminate the middleman, Поскольку возможность убрать посредников, reduce costs, сократить затраты and make the process much easier. и сделать процесс быстрее, это основное преимущество. What are some of the interesting trends in blockchain? Какие существуют сейчас интересные тенденции в области блокчейн? We think the most interesting trend for 2018 is interoperability. И, конечно, самая интересная тенденция, на наш взгляд, в 2018 году, это будет интероперабильность. So many blockchains have been created, but they don't talk to each other. Сейчас создано так много блокчейн-систем, но они друг с другом не взаимодействуют. We need to create, and what's happening is that there's going to be interoperability protocols. Но сейчас создаются специальные протоколы взаимодействия между этими системами, To allow the blockchains to talk, but also scale together. которые дадут возможность этим блокчейн-системам не только общаться друг с другом, но и развиваться и расти совместно. This is also relevant for AI. Это также очень важно и для искусственного интеллекта. So AI and blockchain are going to be coordinating with each other. Поэтому блокчейн и искусственный интеллект будут координировать усилия друг с другом, To create AI and interoperability, чтобы создать необходимый уровень взаимодействия, using AI as a service. используя сервисы на основе искусственного интеллекта. And I'm sure you might have heard the ICO recently called SingularityNet. И наверняка вы слышали, в области ICO существует сеть сингулярности, Which basically is a AI as a service. которая предлагает искусственный интеллект в качестве сервиса, в качестве услуги, And it set the record for selling out in an ICO in 60 seconds. и которая обеспечивает продажи в сфере ICO в течение секунд. Anyone that's doing ICOs always comes to Asia, and they all want to go to Korea. Все ICO, которые работают в Азии, сконцентрированы, смотрят на Корею сейчас. The biggest pair between cryptocurrency and another
currency, which is the Korean won. That is the biggest pair that's being traded right now. Сейчас торгуется самая большая пара одной известной криптовалюты и криптовалюты, которая действует в Корее. And the reason why Korea has become so big is because there's been so many regulations that's been set aside in China. И Корея сейчас развивается так быстро, потому что очень много нормативов и требований, которые действуют в Китае, там были смягчены в Корее. I want to be very clear. In China, blockchain is good. Ну вот если говорить конкретно, в Китае блокчейн – это хорошо, Cryptocurrency is bad. но криптовалюта – это плохо. So there's been a lot of attention now placed on Korea and Japan. И сейчас очень много взоров обращены как раз на Корею и на Японию. You're going to also see in 2018 a number of blockchain projects that came on board in 2017, which will change the landscape of the size of Asia relative to the overall market cap. И в 2018 году мы ожидаем, что в те инструменты, те блокчейн-инструменты и криптовалютные инструменты, которые были запущены в 2017 году, они поменяют очень серьезно весь ландшафт азиатского рынка. I'm going to talk about Asia. Я хотел бы теперь поговорить поподробнее об Азии. So there is a corridor that is being built. It's called the Greater Bay Area. Там была создана такая зона, которая называется зона Большого залива. How many people have ever heard of the Greater Bay Area? Кто-нибудь из вас слышал об вот этой зоне Большого залива? Nobody. Никто? Only one person here has heard about the Greater Bay Area. Один только человек знает о Greater Bay Area, об этой Okay, зоне. two. Нет, два. All right, someone's scratching his head. The reason why the Greater Bay Area is so important is that Вот причина в том, почему вот эта зона так важна. it is the innovation hub Это узел, это такой центр инноваций, that connects Hong Kong, Macau, Shenzhen to Guangzhou. который соединяет Гонконг, Макао, Шэньчжэнь с Гуанчжоу. And it will be the largest innovation hub in the world. И сейчас это крупнейший инновационный центр мира. It's going to be 67 million people Там проживают 67 миллионов человек, and all connected by high-speed rail. и там развита сеть высокоскоростных железных дорог. Why is this important? Почему это так важно? Because I can go from Hong Kong to Shenzhen in 15 minutes by the end of this year. Потому что сейчас из Гонконга до Шэньчжэня можно доехать за 15 минут. This will rival any innovation hub in the world, San Francisco or New York. И это сейчас опережает в своем развитии такие инновационные центры, как Сан-Франциско и Нью-Йорк. But the biggest difference is Но, наверное, самое главное отличие в том, the GDP per capita can increase still dramatically. что сейчас там очень серьезно растет доход на душу населения. Let me drill down a little bit further. Давайте немножко поглубже рассмотрим этот вопрос, углубимся немного. Hong Kong. Итак, Гонконг. This is where I am located. Так как раз там, где я работаю. I have been a part of the evolution of the Hong Kong fintech ecosystem. Я участвовал в эволюции, в развитии финтех-экосистемы Гонконга. 4 years ago, there was about 10 fintech companies. 4 года назад там было где-то 10 финтех-компаний. Now there's over 200. Сейчас больше 200. It's the freest economy in the world, Это самая свободная экономика мира. the biggest renminbi trading hub. Это самый большой торговый There's центр. 150 banks. 150 банков там работают. 70% of the largest banks are there in the world. И там представлены 70% крупнейших мировых банков. And where most people look at fintech in Hong Kong И куда смотрят в первую очередь люди, которые занимаются финтехом в Гонконге? is where China comes to Hong Kong to test their products. Это на то, как Китай приезжает в Гонконг, чтобы испытать и проверить действенность своих продуктов. It's really a very
focused B2B market for fintech. И сейчас для финтеха это очень специализированный рынок peer-to-peer. Да. So let's look at the China unbanked situation. Давайте посмотрим на ситуацию, почему Китай не охвачен банковскими услугами. So more than 1/3 of the people in China do not have a bank account. Более трети китайцев не имеют банковского счета. Where in the US and UK it's less than 3%. Тогда как в Великобритании и в США таких людей меньше 3%. But they have about 1 billion SIM cards. Но у них миллиарды сим-карт, And 40% of the people are doing digital banking. и 40% людей занимаются цифровыми банковскими сервисами. So there's tremendous opportunity in China in a large-scale deployment of fintech. Поэтому в Китае существуют огромные возможности для масштабного применения финтеха. All of Asia is not the same. Однако не везде одинаковая ситуация. Southeast Asia is also a booming market. И Юго-Восточная Азия – это тоже достаточно быстро растущий рынок. By 2020, we can expect 480 million users of internet in Southeast Asia. И в Юго-Восточной Азии к 2020 году мы ожидаем, что интернет-пользователей будет 480 миллионов. And 90% of the people have smartphones. И 90% людей будут пользоваться смартфонами. And a tremendous number of underserved, underbanked people. Это говорит о том, что аудитория людей, которые не охвачены банковскими услугами, она просто огромна. So the biggest trend in fintech in China is wealth management. И самый большой тренд в области финтех в Китае – это управление благосостоянием, wealth management. So Ant Financial created the largest money market fund in the world. Там создан самый крупный финансовый рынок в мире, финансовый фонд. And Tencent is now selling mutual funds on WeChat. И сейчас Tencent занимается продажей акций персональных инвестиционных фондов. When we bring it all together, И если все это обобщить, the blockchain use in Asia, we're going to see quite a bit of usage because of the underserved and financially separated people. Блокчейн, финансовые технологии, финтех будут применяться в Азии все больше и больше, поскольку мы видим для этого большой потенциал в лице неохваченных услугами людей. And we have a very supportive government. И у нас со стороны правительства мы наблюдаем очень серьезную поддержку. But there's going to be tremendous hurdles. Но и препятствия для этого тоже видятся очень большими. The whole idea of the technology revolution that's taking on in fintech is important. И сама идея финансовой революции, которую мы наблюдаем сейчас в финтехе, очень важна. But the actual execution has been very difficult. Но само исполнение этой идеи финансовой революции очень сложно. For example, Например, there are POCs, which are proof of concepts. Существуют PLC, которые являются подтверждением концепции, обоснованием концепции. That startups are involved with that never materialize into actual products. Что стартапы, которые участвуют в этом процессе, часто не доходят до стадии готового продукта. There's still instability in the regulatory environment. По-прежнему наблюдается нестабильность в сфере регулирования. The whole idea of open banking is important. Конечно, сама идея открытого банкинга очень важна. But when you actually deploy open banking, it takes nearly a year to get it approved by compliance, and many times it's rejected. Но как только доходит до дела, требуется больше года на получение всех согласований, и очень часто в открытом банкинге отказывают. So there's still many challenges. Поэтому проблем еще очень много, и вызовов очень много. But in the end, Но в конце концов, there's a lot of opportunity. есть и огромное количество возможностей. We believe that blockchain is going to be transformative. Мы считаем, что технология блокчейн, она подвержена трансформациям. The tech giants will continue to acquire a large number of startups. Гиганты в области технологий будут по-прежнему использовать большое количество стартапов, привлекать их к своей работе.
China will become the global leader in AI. Китай займет место глобального лидера в области применения искусственного интеллекта. And I believe that in 2018, RegTech will be the most sought after segment within fintech. И я считаю, что в 2018 году RegTech, технологии регулирования, будут самыми популярными технологиями в области блокчейн. Thank you so much, and thank you very much. Большое спасибо за внимание.